Привет, друзья! Продолжаем говорить о спектруме в разных странах мира, и сегодня у нас на очереди такое государство, как Польская Народная Республика. Итак, Польша. Несмотря на географическую близость к СССР и принадлежность к так называемому соцлагерю, история распространения спектрума в Польской Народной Республике не может похвастать таким романтизмом, как это было в Советском Союзе. Да и даже в сравнении с той же Чехословакией все было несколько скучнее или, другими словами, цивилизованнее. Тут уж как вам больше нравится. Я имею в виду, что в этой стране не было такого масштабного производства пиратского затыкс-железа, как это мы имеем в случае с Чехословакией и ее дидактиком. В 80-е в Польше серийно выпускалось два спека-клона. Один из них назывался Elvro 800 Junior, а второй же носил имя Unipol Breed 2086 и был построен на базе португальского Timex. С него, пожалуй, и начнем. Спектрумы с названием Timex были плодом совместной работы компании Sinclair Research и американского производителя часов, собственно, с названием Timex. В силу объективных причин на территории США спектрумы продавались не очень. Они не получили значительного распространения, и американский Timex Sinclair приказал долго жить еще в 1984 году. Но вот его португальский филиал продолжил независимую деятельность и выпускал свои ZX-совместимые компы на территории Португалии и Польши под брендом Timex Portugal Limited. Это были широко известные модели Timex 2048 и 2068. В последние годы существования Польской Народной Республики в стране начали создаваться компании, подпитываемые иностранным капиталом, и довольно часто это были бизнесы, учрежденные представителями польской диаспоры из США или стран Западной Европы, и, соответственно, их называли польскими компаниями. Одна из таких контор называлась Polbrit International и распространяла компьютерное оборудование британских производителей, в том числе от Sinclair и Timex. Фирма наладила сотрудничество с производителем известных польских телевизоров Нептун, гданьской конторы под названием Zakłady Elektroniczne Unimor. И целью данного коопа должен был стать польский клон Timex 2068 на основе компонентов, импортируемых из Португалии, что, собственно говоря, и было сделано. Ну и кроме этого, польские 12-дюймовые мониторы Нептун стали поставляться в Португалию, где приобрели довольно широкую популярность. Но вернемся к нашему спекоклону. Компьютер получил название, состоящее из аббревиатур обеих компаний, которая звучала как Unipol Breed. И в отличие от оригинала Timex 2068, на основе которого он был построен, этот комп имел маркировку не 2068, а 2086. И причем последние две цифры, то есть 86, совпадают с годом начала выпуска данного агрегата. Как-то так. В общем, полное название данного компа звучало как Unipol Breed Computer 2086, и построен он был, естественно, на нашем любимом Zilog Z80, который работал на оригинальной спековской частоте 3,5 МГц. Оперативки у Unipol Breed тоже было, как и у оригинального спектрума, то есть 48 килобайт. А вот ПЗУ было не 16, а 24 килобайта. К монитору он подключался посредством DIN-разъема, ну а для телевизоров Нептун и других телеков, которые были распространены на рынке Польской Народной Республики, у него имелся высокочастотный РФ-выход. Кроме вышеупомянутых DIN и РФ-выходов, Unipol Breed имел входы для магнитофона, джойстика и разъемы для подключения картриджа, принтера и флоппи-дисковода. Клавиатура у него была механическая на 40 клавиш, а звуком, кроме бипера, также занимался и богоподобный чип AY. В качестве операционки использовался, естественно, Basic, ну и кроме оного также юзался небезызвестный CP-M. В отличие от спектрума, Unipol Breed также умел отображать монохромный режим с разрешением 512 на 192 пикселя. Да и вообще этот компьютер не был полностью совместим со спеком, но на картридже для него поставлялся эмулятор спектрума.
который убирал проблему совместимости и давал возможность беспроблемно запускать спековское ПО. Выпускалось сие чудо, как я уже сказал, с 1986 года по примерно год 1988 и распространялось через сеть довольно популярных в то время магазинов под названием Syndika Harcerska. Всего было выпущено 3 варианта Unipol Brita. Первая модель собиралась в Португалии и имела материнку, клавиатуру и ПЗУ от Timex 2068, и по факту от материнского компа этот варик отличало лишь то, что вместо входа для второго джойстика на нем был реализован порт для принтера. Вторая версия уже была построена на компонентах, произведенных в Гданьске, и имела на борту польский EEPROM, который выводил на экран приветственную надпись Unipol Brit. Из оригинальных португальских компонентов в этой модели осталась лишь клавиатура. Ну а третий вариант был предназначен для самостоятельной сборки, он имел белую польскую клавиатуру и польскую ПЗУшку. И, судя по всему, этих конструкторов было выпущено довольно-таки незначительное количество. Вот как-то так в общих чертах и выглядела ситуация с ZX совместимой машиной Unipol Brit Computer 2086. Теперь же перейдем к следующему польскому спекоклону, который я уже упоминал выше и который назывался Elvro 800 Junior. Так вот, Elvro 800 Junior, наверное, единственный спекоклон в истории, ноги которого растут из музыкального инструмента, а если конкретнее, то из детского синтезатора. Во всяком случае, единственный, производившийся серийно, потому что в странах пост-СССР местные умельцы колхозили спектрумы из всего, что только попадалось под руку. Итак, в середине 80-х в Польше возникла необходимость обеспечения школ и вузов недорогими микрокомпьютерами, которые позволили бы повысить компьютерную грамотность населения. Или тут, вернее, наверное, даже будет сказать, заложить ее основы. Так как до 80-х годов информационные технологии в Польской Народной Республике были весьма таки элитной сферой, доступной только сотрудникам крупных госучреждений, вычислительных центров и всякого такого добрища. В первой половине 80-х самыми популярными компами на территории Польши были спектрумы, которые поставлялись из-за границы, но так как на то время средняя месячная зарплата в Польше составляла около $25, спектрум стоил 100 британских фунтов, а фунт тогда стоил не так, как сейчас, то среднестатистическому поляку для того, чтобы приобрести спектрум, приходилось отдавать примерно свой годовой заработок. Как-то так. Не могу поручиться за достоверность этой информации, и она вызывает у меня определенные сомнения. Но, во всяком случае, польские источники называют именно такие цифры. Короче, оснащать школы и университеты оригинальными спеками было совершенно не вариант, поэтому секретариатом Комитета информационных технологий и Управлением научно-технического прогресса Министерства науки, высшего образования и технологий было инициировано решение о разработке нового компьютера, который бы производился непосредственно в Польше и цена на который бы не кусалась так сильно. Первая попытка создать такой комп была предпринята Институтом технической кибернетики Вроцлавского политехнического университета и Вроцлавским электронным заводом Elvro в 1984 году. Группа инженеров под руководством кандидата науки профессора Войцеха Замойского работала над компьютером, который являлся бы клоном спектрума, полностью основанным на деталях, доступных в странах СЭВ. СЭВ, если кто не в курсе, расшифровывается как Совет экономической взаимопомощи. Это была такая межправительственная организация для стран соцлагеря со штаб-квартирой в Москве. Короче, планируемый спекоклон должен был быть построен на деталях, доступных в странах соцлагеря, производиться внутри страны и стоить не более 100 тысяч злотых. Результатом этих телодвижений стал компьютер Elvro 700 Solum. Кстати, совершенно никаких пикчей данного агрегата, кроме вот этой вот, с позволения сказать, фотографии, в интернетах не обнаружено, поэтому наглядных примеров не будет. Комп был представлен публике на Познанской ярмарке в 1985 году. В качестве корпуса компьютера использовался корпус с детского органа, что избавляло от необходимости разработки и производства каких-то уникальных корпусов. Дешево и сердито, короче. Ну а по характеристикам же 700-го Солума мы имеем следующее. В роли проца выступал ГДРовский клон Z80 под названием UB880D. На борту были классические 16 килобайт ПЗУ и 48 АЗУ,
QWERTY-клавиатура с польскими буквами и функциональными клавишами. В качестве монитора предлагался телевизор, имелась возможность подключения принтера. Merabłonie D100. Носителем информации служил магнитофон, присутствовал последовательный разъем V24, ну а в качестве операционки был задействован, конечно же, старый добрый ВАСИК. Но давайте все подытожим. Компьютер Elvro 700 Solum был разработан во Вроцлавском университете науки и техники по запросу заводов электроники Elvro. Построен он был на компонентах Stransev, и на нем работало все имеющееся на тот момент ПО для спека, несмотря на то, что в ПЗУ были произведены некоторые изменения. В общем, поверим в этом плане заявлениям уважаемых людей на слово. Хотя на этот счет имеются различные мнения, и некоторые источники утверждают, что со спеком он был совместим лишь частично. Тем не менее, планы насчет этой машины были весьма и весьма амбициозны. Не буду грузить вас необязательными цифрами и скажу лишь, что производитель намеревался поставлять эти машины в учебные заведения десятками и даже сотнями тысяч, но... Случилось так, как это часто и бывает, и в конечном счете было выпущено всего лишь 15 штук прототипов, и на этом и все. Дело в том, что Solum не выиграл правительственный тендер из-за того, что он не имел поддержки дисковода, возможности подключения к локальной сети, да и к тому же презентовали его крайне слабо, спикер был подготовлен плохо, харизмой и ораторским мастерством не отличался, так что предпочтение было отдано его конкуренту и, если хотите, родственнику, о котором мы поговорим ниже. Ну и вообще, относительно данного компьютера информации крайне мало. Вся документация по разработке была передана фирме, если можно так назвать, Elvro, которая была приватизирована, затем выкуплена Siemens и благополучно канула в лету. Ну а все же относящееся к данному кейсу железо было выкуплено Вроцлавским научно-техническим университетом для использования в учебных целях. Дальнейшая судьба этих компов остается неизвестной. В общем, Elvro 700 Solum не пошел в массовое производство и остался на свалке истории, так толком и не родившись. Но давайте теперь поговорим о другом компьютере с названием Elvro, который хоть и не стал прям народным компом, но все же был несколько более успешным, чем его родственник. Этот, как тогда было принято называть, микрокомпьютер был разработан командой Института автоматизации Познанского технологического университета. Данная команда разработчиков состояла примерно из дюжины человек, а главным разрабом железа Джуниора был магистр Марик Ламецкий. Кстати, в Джуниоре спектрумовская ПЗУ программно переключалась в АЗУ, и таким образом в режиме DOS для работы были доступны все 64 килобайта памяти, а не 48, как это было в спектруме. В плане технических характеристик комп имел такие плюшки. Процессор Z80A, 64 килобайта оперативки, 24 килобайта ПЗУ, стандартное спектрумовское разрешение и палитра, за звук отвечал бипер. Ну а к телевизорам и мониторам данный комп можно было подключить как через высокочастотный RF-выход, так и по RGB. Также к Джуниору можно было подключить два 5-дюймовых флопика, и кроме этого имелась возможность подключения компа к локальной сети. Ну а всякие джойстики, мыши, световые перья и разные неординарные штуки можно было подрубить через параллельный порт. В качестве корпуса компьютера, как это было реализовано и в Solum, использовался корпус от детского синтезатора Elvirka, от которого на Джуниоре сохранилась даже подставка для нот или по-научному Пюпитер. Кстати, это далеко не самая бесполезная на спектруме штука, на мой субъективный взгляд, конечно же. 22 мая 1986 года состоялось заседание оценочной комиссии, которое в прессе было названо «техническим судом». Целью этих посиделок был выбор микрокомпьютера, которому предстояло быть запущенным в производство на вроцлавских электронных заводах Elvro, где, кстати сказать, данная встреча и происходила. Оценивались два микрокомпьютера. Это были Elvro 700 Solum и Elvro 800 Junior. И, как вы можете догадаться из вышеизложенного, 700-й Solum был отправлен в топку, а для массового же производства был отобран именно Junior.
Публичная презентация младшего состоялась на Познанской международной ярмарке в июне 86-го, а спустя где-то год после данного мероприятия стартовало серийное производство. Это оказалось офигеть какой непростой задачей. Дело в том, что завод «Элвро», хотя и был самым продвинутым в данной сфере на тот момент в Польской Народной Республике, тем не менее оказался не готов к массовому производству микрокомпьютеров. На нем имелось все необходимое оборудование и обученный персонал, который выпускал несколько десятков компьютеров в год, но производить более 10 тысяч единиц в год завод оказался просто не готов в принципе. Ну и кроме этого имел место дефицит комплектующих, некоторые из которых приходилось ждать месяцами. И причем наибольшие сложности возникали не с какими-то высокотехнологичными деталями, а с такими относительно простыми вещами, как, скажем, разъемами для интегральных схем. Кроватками, то бишь. С 87 по 89 годы Элвро 800 Junior выпускался в 3 модификациях. Это были, собственно, Элвро 800 Junior, Элвро 802 Junior и Элвро 803 Junior. Ну и кроме того, каждая модификация выпускалась в 2 вариантах, которые назывались 0.1 и 0.2. Отличие в этих версиях состояло в том, что в варианте 0.1 присутствовал контроллер дисковода, а в варианте 0.2 его не было. Прежде чем покинуть завод, каждый джуниор тестировался там в течение месяца, что позволяло выявить и исправить производственные дефекты, которых, к слову сказать, было немало. На первых порах у компа были жуткие траблы со статикой, и иногда стоило прикоснуться к клавиатуре, как все нафиг зависало. Впрочем, вскоре это было решено путем экранирования платы, но это, естественно, увеличило производственные затраты. Также, как одна из наиболее частых проблем при использовании джуниора, упоминается то, что качество сокетов от чехословацкой компании Tesla оставляло желать лучшего, и нередко EEPROM-память, которая в них вставлялась, просто немного выскакивала, что, естественно, приводило к потере контакта и выливалось в различные серьезные глюки и зависания, и юзеру приходилось периодически раскручивать комп и сильно нажимать на чипы, чтобы заставить джуниор нормально функционировать. Ну и сама клавиатура младшего, хоть и не была откровенно фиговой, тем не менее имела свою ахиллесову пяту в виде выпадания клавиш, размещенных на механизмах от небезызвестной, кстати, в СССР фирмы Unitra. Да и вообще в случае с джуниорами обращение в гарантийные центры было явлением весьма частым. И судя по статистическим данным, основанным на ситуации с юниорами в городе Зеленогура, если я правильно произношу, где они были поставлены в общеобразовательные школы, в среднем в каждом комплекте компов каждые 2 недели происходила какая-то поломка. Хотя, погодите, вы же еще не знаете, о каких комплектах идет речь. Сейчас мы это исправим. Короче, в школы джуниоры поставлялись комплектами. Каждый такой комплект состоял из 7 компов в версии 0.2, то есть без контроллера дисковода. Мониторами чаще всего выступали Unimore Neptune 156, но могли быть и другие. Ну и кроме этого в стандартный комплект поставки входил учительский комп версии 0.1, который был оснащен дисководом и подключался к цветному монитору Unimore Neptune 557. В учительский набор также входил матричный принтер Merabłonie Desktop и набор болгарских дискет с программным обеспечением, которые были просто отвратительного качества. И также в комплект поставки входила вся необходимая и сопутствующая литература, сетевые кабели, стопка бумаги и одна красящая лента для принтера. Кроме того, учительская станция опционально могла быть оборудована магнитофонами Unitra различных моделей. Самым инновационным во всем этом деле была локальная сеть Junet, при помощи которой учительский комп взаимодействовал с компьютерами учеников. Данная сеть работала в стандарте, аналогичном стандарту Ethernet, где каждый комп был оснащен сетевым контроллером, имевшим собственный сетевой адрес, который можно было изменить с помощью микропереключателей на материнской плате. А соединялись же джуниоры между собой при помощи кабеля с разъемами DIN, что, впрочем, вполне естественно. К Джунету одновременно можно было подключить до 63 компьютеров, и при этом машина учителя имела возможность распространять программное обеспечение на компьютеры учеников по сети, а ученики могли использовать компьютер учителя в качестве файлового сервера и также пользоваться учительским принтером.
В наши дни такое техническое решение кажется вполне себе естественным, но на те времена это было довольно-таки инновационно и экономично. Вместо того, чтобы оснащать каждый комп дорогущим и труднодоступным дисководом и контроллером, в котором, следует сказать, использовались детали, которые приходилось покупать за валюту, которой в стране ох как не хватало, так вот, вместо всего этого в данной экосистеме использовался только один дисковод и один принтер, подключенный к компьютеру учителя, который и управлял компами всех учеников в классе. Такое решение позволило снизить стоимость учебных комплектов, что в свою очередь позволило оснастить такими компами большее количество школ, некоторые из которых, к слову говоря, оснащались расширенными наборами с дополнительными компами для учителей, которые являлись самостоятельными и полноценными рабочими местами, также зачастую оснащенными и дополнительными принтерами. Такие компы были подключены к сети как еще одна ученическая машина, которая имела доступ сразу к 4 дисководам, 2 собственным и 2, так сказать, на стандартном учительском столе. Короче, переводя на геймерский язык, можно, наверное, представить, что ученические компьютеры – это рядовые юниты, учительский комп – это босс, а вот дополнительное рабочее учительское место – это такой себе побочный, необязательный босс, который имел свои сильные и слабые стороны в сравнении с боссом обычным. Наверное, как-то так. Но это не точно. Несколько позже, в начале 90-х, некоторые такие учебные комплекты были немного модернизированы, и в компах появились сетевые платы JunServe, которые давали возможность заменить учительскую машину на компьютер стандарта IBM PC, что в свою очередь позволяло использовать в качестве запоминающего устройства жесткий диск вместо говёных болгарских дискет. Но давайте немного отойдем от этих учебных комплектов и поговорим еще непосредственно о самом Джуниоре. Компьютер мог работать в 2 режимах – стандартном спектрумовском, то бишь из-под Basic, и из-под операционной системы CPJ, которая по своей сути являлась модификацией всем известной операционки CP/M. Но при включении Junior все-таки загружался именно в режиме стандартного спектрума, а переключение же с Basic на CPJ происходило путем нажатия комбинаций клавиш, которая в разных версиях компьютера могла несколько отличаться. В системе CPJ структура каталогов и файлов была полностью аналогичная CP/M. Ну а что же касается Basic, то он был практически полностью идентичен натуральному, но сообщение об ошибках этот Васик выдавал на польском языке, конечно же. Ну и кроме того, на расширенной клавиатуре Юниора присутствовали диакритические знаки польского языка. Тем не менее, все это не влияло на совместимость данного компьютера с оригиналом, которая была стопроцентной. Во всяком случае, так утверждается, и согласно легенде, абсолютно все оригинальное спектрумовское ПО без проблем запускалось на Джуниоре. Ну а вообще, благодаря совмещению 2 режимов работы, объем полезного ПО для этого компа был довольно-таки по тем временам впечатляющим уже с самого начала жизненного пути Юниора. Ему были доступны как спектрумовские языки программирования, такие как Pascal, Logo, C, Microprolog, так и CP/M-шный Turbo Pascal 3.0, текстовые редакторы EDG и WordStar, база данных DBase, электронная таблица SuperCalc и прочие плюшки CP/M. Самым популярным языком программирования в польских школах был Logo, и разработчиками Juniora даже была создана специальная версия этого language, которая была характерна командами на польском языке, которые использовались для перемещения какой-то черепахи по экрану. Признаюсь, я это вычитал, но не до конца понял, о чем речь. Но, насколько я понимаю, вышеупомянутая черепаха – это была какая-то популярная программа на Logo, которую любили набирать польские школьники. Наверное, что-то в таком духе. Черепахи, к слову, даже были изображены на инлее кассет этого синклеровского языка. Имхо, конечно, но в случае с языком программирования ассоциативный ряд, связанный с черепахой, скорее является антирекламой. Но это такое, размышлизмы. А вообще же язык Logo обучал алгоритмическому мышлению и основам программирования с использованием процедур и циклов.
Все это дело, как и полагается, было подкреплено солидным количеством литературы, учебников и всяких руководств по программированию, что, впрочем, являлось следствием требований Министерства образования. Бумажная продукция была написана простым и доступным языком, и единственным траблом в этой истории было то, что в наборе со школьным комплектом компов, который, как мы помним, состоял из 7 ученических компьютеров, поставлялся лишь один набор учебников. Ну вы поняли. Ну и в завершение данной прохладной истории упомянем еще такую машину, как Elvro 804 Junior. Это была такая тестовая серия прототипов, разработанная доктором технических наук Константином Щенсным. Компьютер этот сильно отличался от старых джуниоров как по внешнему виду, так и начинкой. Он был оснащен новым контроллером, позволяющим подключать 3,5-дюймовый дисковод, и предназначалась эта машина не для школ, а для домашнего использования. Но в массовое производство данный зверь не пошел, и всего 804-х было выпущено около 150 штук. Ну а, так сказать, стандартных серийных джуниоров к концу 90-го года было произведено 13 693 штуки. Вот как-то так, друзья мои, и обстояли дела со спекоклонами в Польской Народной Республике. Наверное, следует добавить, что кроме вышесказанного, поляки ужасно любили модить и дорабатывать оригинальные 48-е, но это уже, как говорится, совсем другая история. Покедова! И, конечно же, я хочу сказать спасибо всем тем людям, благодаря которым на этом канале выходят видео. Огромная благодарность всем моим донатерам на стримах и также патронам на всех спонсорских площадках. Особое спасибо я сегодня хочу сказать Андрею Угольнику, Unknown Filmmaker'у, каналу Drunkfly, ссылка в описании, Герману Шутенко, Соли по вкусу, Снауту 81, ТМу, Варьяту, АДФу, Александру Бережному, Александру Ляшуку, Арту, Crazy Animal'у, Сайберу, Юджину Труневу, Сергею, Василию Селиванову, Василию Харужику, Маше и Сереге, басисту Акселю, Володимиру Шевченко, Александру Веприку, Дизи Дарк и всем тем замечательным людям, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих экранах. Спасибо вам огромное, комрады. Только благодаря вам я могу работать и документировать историю Спектрума. Покедова!